Здравствуйте, мои дорогие любимые девочки. Вы на канале Таро Немо, с вами Евгения. Спасибо вам огромное за ваши лайки, комментарии. Канал новый, молодой. И мне очень приятно, что вы откликаетесь. Я могу хотя бы ориентироваться, насколько это проигрывается. И сегодня наше гадание, Таро-расклад, будет называться «Я и он», его мысли обо мне, чувства, действия. Продолжение следует вообще. Могу ли я, может быть, доверять человеку? Или, наши отношения, что дальше? К чему это все придет? На что я могу рассчитывать? Наверное, элемент «могу ли я доверять?» Вот где-то так. Давайте мы рассмотрим. Разные ситуации у нас бывают. И мы сделаем вашу сигнификацию. Что о вас нам расскажут карты? Какая история? Итак, кто вы? Вот так. А вы знаете, вы умеете принимать решения. И, кстати, вы умеете, если отрезала, так отрезала. Да, если сказала, брита, стрижена не будет. Ну, у кого-то это может быть и как мужчина, о котором вы думаете. Может быть, была такая ситуация, которая вас где-то, выбила из колеи. Были планы одни, а тут так человек поступил, что невольно будешь теперь анализировать и где-то обдумывать, присматриваться, меняя микроскоп на бинокль, да, то есть я не шучу, и издали посмотрите, вблизи как-то так обдумать, что же там, кто что говорил и вообще каким образом это могло быть. Знаете, вы, скорее всего, пользуетесь вообще как бы интересом у мужчин. В каком плане? Вы сама такая необычная, скорее всего, яркая, самостоятельная, ресурсная девочка, женщина, девушка, понимаете? Поэтому нет, в принципе, если вы захотите, вы не будете одна. Вот я что хотела сказать. И, скорее всего, выпала раз эта карта, мужчина это понимает. Это, я практически уверена, он о вас тоже думает. Ну, хорошо. И вы-то о нем думаете тоже. Я уж не знаю, какая была история. Вот давайте. Но все-таки кто же вы? Вы знаете, у вас, скорее всего, есть какие-то четкие намерения, планы, хотя эти планы были, скорее всего, вместе с мужчиной оговорены. Где-то вы уже могли, как-то себя словно на другом берегу представлять. Или для кого-то из вас это получилось так, что мужчина ушел из дома. Хотя эта карта может и говорить, шестерка мечей, все-таки это у нас карта заслуженного успеха. Поэтому, если нам показывают вас достаточно такой, знаете, сильной, яркой личностью, то явно и планов у вас много. И вот так, если разобраться, для кого-то проиграется, у вас есть определенное свое дело. Может быть, это ваше ремесло, может быть, даже свой бизнес маленький. Но вы не из тех, которые вот знаете, упали на колени и все, и потом подняться очень сложно. Вы даже из самой патовой ситуации найдете выход. Тут действительно человек сильный. И даже если вам в душе будет неимоверно больно, вы сможете эту боль как-то пережить. Не задавить ее в себе, не приглушить. Вы будете болеть. Нет, это не пройдет бесследно. Но восстановиться вы сможете. Вот этот вот момент. А для кого-то эта карта сочетания, точнее, проиграется из вас, как действительно, может быть, и была семья, мужчина ушел из семьи, или была ваша пара, и человек тоже каким-то образом ретировался по какой-то причине, может быть, вам до конца непонятной, почему он так быстро переметнулся, как мы говорим, или почему так быстро принял какое-то обратное решение, почему так быстро изменил какие-то свои взгляды. Вот такие могут быть вопросы. И вы знаете, я ведь не могу сказать, что ушел он, потому что, к примеру, есть какая-то женщина. Вот по этим, по крайней мере, двум картам. Поэтому у каждого бывают какие-то свои, такие моменты сложные в жизни, которые зависят и от нашего мужества, и от того, насколько человек благороден, да, и поэтому тут вопрос, стоит ли от него ожидать каких-то высоких таких поступков, да, идейных или нет, стоит ли на него рассчитывать или нет. Для кого-то из вас просто ситуация
которая, допустим, вы планируете переезд, и были какие-то договоренности, но тоже человек повел себя так, вот ведь меня тоже могут смотреть такие девочки, да, когда у вас отношения, предположим, на расстоянии, и вы уже договорились о том, что вы будете жить вместе, и уже вы четко даже распланировать могли что-то, и даже встречаться какое-то время, может быть, переезжали, где-то съезжались, потом разъезжались, но тут у каждого по-своему. И тем не менее произошло либо уход от отношений, либо ссора, либо недопонимание, либо конфликт. Ну вот был какой-то, знаете, пройден, словно точка невозврата, когда вас это заставило задуматься, а вообще, а что дальше? Туда ли я иду? И вы воспринимаете, что с вами человек хитрил. Вы перестали просто человеку доверять. У вас сейчас элемент того, что мною манипулировали. И, видимо, для чего-то это было нужно. Вы анализируете какую-то свою прежнюю историю, может быть, вспоминаете детали ваших встреч или разговоров каких-то, где вы были вместе, какое окружение было, как человек себя вел. Вы пытаетесь проанализировать. Вы знаете, вы вообще отключили все эмоции. Видимо, они были какие-то очень, ну, такие жесткие, я бы даже сказала, но они были внезапные. Вы не успели даже очень сильно соскользнуть на жалость к себе, понимаете? Либо вам она не свойственна в принципе, но я думаю, что нет. Тут, скорее всего, сама по себе ситуация была какая-то патовая, совершенно неожиданная. И вы были поставлены перед конкретным фактом. А когда мы стоим перед фактом, факт вещь упрямая, и тут эмоции, они не помогают. Мы действительно как будто прозреваем в один момент. Вот что-то такое. А теперь просто есть недоверие. А что еще нам про вас скажут? И вы видите этого человека, скорее всего, как, знаете, который в любой момент, которому как бы почему нельзя доверять. Он в любой момент меняет свое мнение, он как будто изменит направление. Он словно где-то как уж, вот так сяк перевернется, в итоге он выйдет сухим из воды и при каких-то своих интересах. А я так не могу поступить, потому что за мной, может быть, многое стоит. Может быть, у кого-то дети, может быть, у кого-то какие-то обязанности. Или я не хочу так просто-напросто жить, я не хочу жить как на пороховой бочке. И я надежные отношения хочу построить. А если это какая-то игра, я в ней участвовать не буду. Может быть и так. Но, видимо, есть какие-то элементы зависимости. Что я имею в виду? Зависимости, конечно, по 15-му аркану разные у нас бывают, но здесь может быть, знаете, как судьбоносная какая-то кармическая, как мы говорим, встреча с человеком, которая, может быть, и любовь была и страсть, были какие-то общие интересы, было то, что вас связывало, вот именно под словом зависимость. Может быть, и еще что-то, когда вам этот человек нужен буквально, и так может проиграться, есть какой-то или материальный интерес, вполне вероятно, или есть еще какой-то интерес в плане, если мы говорим перемещение, может быть, вы уже собрались куда-то ехать, работу нашли, и у вас уже вроде бы как, ну, какая-то стратегия даже сложилась, да, и вы уже, получается, если мы эти отношения не продолжаем, значит, мне надо вообще коренным образом менять как-то свою жизнь. И если я его выключаю из своей жизни, значит, мне даже направление в своей жизни надо менять. Что с вами теперь? Вот давайте мы спросим. Может быть, кто-то получил известие, новость, или это могла быть новость от самого мужчины, и это могло быть, знаете, как какой-то новый шанс вашим отношениям. Может быть, и было это расставание, а потом вроде бы как желание вернуть все на круги своя появилось. То есть сначала человек принял какие-то либо действия, либо, может быть, и бездействия, все зависит от обстановки, и в чем вас просто поставил в тупик, и вы поняли, что вроде как да, это конец. Но теперь
словно возобновление какое-то через новость, через, может быть, смс-сообщение, через ваш разговор, или он появился в вашей жизни, или, может быть, обстоятельства вашей жизни меняются таким образом, что вот вычеркнуть его так запросто из жизни не получается. У кого-то это вопросы могут быть связаны с детьми, у кого-то с какой-то конкретной жизненной ситуацией. То есть есть то, что, ну вот ваш уже есть какой-то интерес. Посмотрите, ни одной карты любви, да, страсть, она как бы присутствовала, но страсть это, это страсть. Это не про какую-то душевную теплоту в отношениях. Все-таки здесь больше именно зависимость, физиология, может быть, приятности разного рода. Вот, почему нет. Но ни одна карта нам не сказала про то, что есть, знаете, вот единение души или есть какие-то глубокие чувства. Тут скорее я бы сказала так, у кого-то из вас есть просто даже злость, а у кого-то есть желание, ну, где-то отомстить, потому что было, может быть, у каждого ж своя какая-то ситуация. И тут такая могла быть обстановка, когда мне хочется дать ему прочувствовать все то же самое, что прочувствовала я. Как-то так. Давайте мы спросим, а что это за мужчина? Вот интересно, про вас спросила, выпал король мечей. А спросила про мужчину шестерка кубков. У кого-то эти отношения уже длятся давно, и вы могли жить даже вместе или встречаться. Может быть, ну, бывает такое, когда люди на время съезжаются, вместе живут, потом разъезжаются, занимаются каждый с каким-то своим делом. Для кого-то из вас это был ваш супруг или отношения, которые тоже долгое время они у вас были, как бы существовали. И, может быть, для кого-то из вас проиграется, о себе напомнил человек, которого я вообще не слышала давно. Может быть, для кого-то проигрывается даже так, что отношения были когда-то давно, а потом он ушел как в темноту, да, или в какую-то тишину, и ни слуху, ни духу, и тут вдруг внезапно вы встречаетесь, или он вам пишет, и возможность как бы все возобновить, по крайней мере, он этого хочет, это точно. Да, были отношения поставлены на паузу. Он, скорее всего, сам, давайте мы посмотрим еще, но по этим двум картам он как будто сам не знает еще пока, каким образом разрулить эту ситуацию. А что это за человек вообще? Человек, который, в общем-то, деньги не на последнем месте. Тут сказать, что есть только чувства, хотя по шестерке-то тут как раз проигрывается искреннее чувство, понимаете? А может быть у человека он приобрел за это время того, пока вы не были вместе, может быть за это время были и женщины, были какие-то еще варианты, и он понял самое главное, что более чем искренне или вот ваше какое было отношение к нему никто не так не относился. К нему больше относятся как к денежному кошельку. И все. И есть какой-то материализм. И он понимает, что он просто ошибся. Хотя сам он, скорее всего, при деньгах. Или эти деньги, знаете, он как будто ожидает. У кого-то проиграется так, что, может быть, какие-то у мужчины есть и финансовые вопросы в плане того, что ну, что-то вот решается, как будто, знаете, проиграться может как, ну, он как будто ждет денег, да, семерка пентаклей, ведь это всегда карта ожидания. Он, конечно, может и ожидать вашего решения какого-то, но есть и такой момент, что у него какая-то своя есть ситуация по деньгам, когда он тоже что-то ждет. Может эта карта и говорит, что и он вас тоже рассматривает. Нам ведь показали вас как личность достаточно сильную, и именно личность большой буквы. И он вас видит как и сильного человека, как и надежную опору, вообще того, будем говорить, партнера по жизни, который идеальный. И
ни даже какие-то предвратности судьбы или какие-то житейские будни, знаете, как вихрь, может быть, какие-то непредсказуемые финансовые ситуации. Вот вы сумеете их как-то разрулить, решить. Одним словом, вы надежный человек. Вот он вас видит более чем надежного человека. А что он сам из себя представляет? Вот интересно, нам не говорят. А правда, по колесу фортуны сегодня так, а завтра так. Карты нам усиленно не говорят про него. Вообще, может у кого-то проиграться, что человек игрок, мои дорогие девочки. Он играет. И тут разные могут быть виды игр. У кого-то это может быть и казино, а у кого-то есть и онлайн, насколько я знаю, игры, я в этом не сильна, но как раз лотереи какие-то. И он просто где-то мог и задолжать, кстати, по какой-то проплате, да, как раньше описывали классики карточный долг. Это либо ты есть и платишь этот долг, либо тебя просто нет. У кого-то даже вот такая сложная ситуация, правда, может пройти. И он теперь в тупике, потому что а он-то даже и не знает, как ему действовать. А что еще нам про тебя скажут? Ну, наверное, вот этот вариант с лотереей проиграется в очень малом проценте, потому что нам все-таки показывает человека трудолюбивого, который умеет зарабатывать эти деньги. Он, скорее всего, тут их умеет и тратить, я могу так. Но есть тогда, значит, это вот колесо фортуны проиграется с тем, что он ожидает денег. Или, может быть, какие-то просто имущественные вопросы, мои дорогие. Может, у кого-то вопросы в суде проиграются, правда? Потому что, словно, если он ждет какого-то решения по деньгам, или самих денег, или хочет быть более, как бы, более ресурсным, да, больше денег, больше независимости где-то через финансы, значит, с учетом колеса фортуны он надеется на какое-то либо решение, либо счастливый случай, и в данном это в контексте может проиграться, как действительно есть, может быть, спор какой-то финансовый. Этот спор финансовый может быть, кстати, и с вами связан. И он мог просчитать, что нет, лучше я восстановлю отношения, если у вас была семья, чтобы я не остался вот на бабах буквально нищим, потому что человек умеет, скорее всего, считать, и тогда для него будет все важно. И финансы, и будущее, и вы как личность, и есть у него и по чувствам воспоминания, и воспоминания именно такие, что для вас-то вот они в плюс. То, что вы-то относились искренне, а он-то как-то это все, он сам не может своим, скорее всего, поступкам или действиям, или бездействиям дать какую-то оценку. Он пытается себя оправдывать где-то. Вот этот момент явно присутствует. Хорошо, давайте тогда мы с вами спросим. Вот конкретный вопрос. Так что же дальше? Как вот он планирует дальнейшую развитие отношений? Или что он вот думает о вас сейчас? Что же он может думать? Его мысли. Ну, мыслей у него тут очень много разных. Есть у него тут и какие-то, знаете, как иллюзии, иллюзорного успеха. Он, с одной стороны, абсолютно в себе уверен, то, что он вас вернет, правда? С другой стороны, позволяет себе, скорее всего, уже где-то планировать с вами, может быть, какие-то поездки. Ему вообще эти мысли, когда он вместе с вами, правда, тут есть что вспомнить хорошего. Они ему греют душу. И, видимо, когда вы были вместе, было очень много из того, что бы вы хотели вдвоем сделать, или как бы вы хотели обустроить быт, или есть какие-то планы, вот знаете, вот такие радужные мечты, которые в унисон идут, когда не просто я и я, а когда мы вдвоем. И теперь где-то он возвращается к тому, что мы хотели сделать вдвоем. И ему, конечно, приятно эти воспоминания. Но есть еще и, знаете, видимо, вот тот самый поступок по его либо уходу, либо, ну вот, конфликту, либо ссоре, либо по бездействию, вот, ну, то, что между вами произошло. Он действительно пытается себя оправдать, он ищет какую-то
как будто причину, знаете, такую глубоко серьезную. Ему это необходимо создать, как-то развить до определенной степени, чтобы он в собственных глазах не выглядел как-то, ну, так очень, ну, в неприглядном свете, прямо скажем так, паршивенько. Поэтому где-то, скорее всего, он понимает, что он поступил неправильно. Он поступил как-то, ну, не то что нелогично, а может быть, я могу предположить, он даже кому-то делился, может быть, вот вашей ситуацией, может быть, у него есть друг там, да, вот какой-то хороший, или кто-то еще вот из близких, может быть, там, я не имею в виду противоположного пола лицо, но даже если и есть женщина такая, бывает иногда, почему нет, бывают именно женщины, которые ну, именно в дружеских отношениях. Тут, правда, можно и соседи иногда так бывает. И это не про любовь, это не про чувства. Словом, он мог кому-то рассказать вот эту ситуацию, которая у вас сложилась. И там ему тоже однозначно сказали, ты что, дурак? Вот как-то так. Что, то есть он не был понят, что он думает. И теперь он не знает, что делать. Для него теперь какая-то пауза, которая может затянуться и которая может, знаете, вы можете не согласиться на восстановление, может быть, либо отношений, либо вы можете к нему не вернуться, либо он не знает, чем вас заинтересовать, что он еще думает. Знаете, он и думает финансовую сторону, или я не должен вкладываться, может быть, в эти отношения так финансово, как вы бы вот именно хотели, или она хочет, да, в данном случае. Я бы хотел, с одной стороны, сохранить свою собственную стабильность, сохранить эти отношения, но так, чтобы у меня, ну, может быть, буквально была какая-то заначка, или у меня был какой-то маневр финансовый. Я могу сказать однозначно, деньги, он думает, вы и деньги – это вещи полярные. И финансы – это что-то мое, и туда я как бы никого не пущу, и буду держать глухую оборону, но, в принципе, какие-то отношения я бы с удовольствием продолжил. То есть, как будто, знаете, любовь любовью, а табачок врознь. Вот как будто так. Что он еще думает? У кого-то, это вот можете быть и вы, он видит вас как очень ресурсную девушку, женщину, и он может думать еще, кстати, по части финансов, что она мне, скорее всего, не рассказывает всей своей составляющей. Он может думать, что вы богатая, кстати. Он может думать, что вы где-то скрываете от него деньги или как-то вы здесь в финансах больше в свою пользу. То есть его можете, ну, где-то обвести вокруг пальца. Он может предположить, или он уже знает это наверняка, что вы удачливы, например, в бизнесе, или пусть ваше маленькое какое-то дело, оно тоже продвигается как-то, ну, с перспективами какими-то. Он вас вообще видит человека, который удачлив, дела, работа, бизнес, деньги. Типа, она и так сама выкрутится, а я вот тут вот мне надо какую-то свою политику финансовую вести. А что еще? Что он думает? А еще он думает о том, что, вы знаете, может быть, где-то ему эта мысль покоя не дает, что либо вы можете поставить в чем-то точку и быстро найдете альтернативу этим отношениям. Либо он думает даже, что у вас просто есть человек. Скорее всего, и он достаточно где-то ревнивый. Вот чтобы кто-то с кем-то вы были бы счастливы, вот такое тоже я допустить даже в мыслях не могу. Тут не должно быть хорошо. Ну вот где-то буквально так. Ладно, давайте я соберу карты. И мы с вами посмотрим. Это его мысли. Правда, про чувства нам не выпало ни одной карты, мои дорогие девочки. Но вот давайте про чувства попробую разложить. Что же ты чувствуешь?
И так вот, если суммируя, ну, знаете, греет человеку душу какие-то воспоминания. И то, что вы выгодная партия, вот так. Или с вами хорошо, с вами надежно, с вами уютно. Но сказать, вы видели, что это какая-то любовь, я не могу. Очень прагматичный сам по себе человек. Может быть, он действительно любить не умеет. Так, его чувства, может, нам что-то покажут. Сила. Вы сильный человек, понимаете? Вы, именно вы сильная, понимаете, вы его, может быть, поразили и будете поражать, что вы уникальная. Нет таких женщин, ему не встречались и уже, скорее всего, не встретятся. И вот это осознание пришло к нему после, видимо, вот какого-то инцидента, что, а ведь я-то вообще-то потерял удивительную женщину. И я потерял, по сути дела, свою возможность. Он где-то больше с манипулятивных каких-то моментов на это смотрит. Но перспективы явно были, перспективы были добрые, меня они вполне устраивали. И вот теперь где же это все? Я хочу вернуть. Может быть, вы сама по себе, знаете, вот такая, видно, статусная, когда ему это могло льстить даже. Вот такой момент проиграйте для себя, когда вместе на вашем фоне он смотрелся, знаете, как рыцарь на белом коне, а без вас он никак. Его чувства. Ну, карта Солнца в данном случае нам говорит о его эго. Ему, знаете, как льстило, что вы были рядом. И вот все то, что я сейчас сказала, по вашей статусности, вы для него как подарок были вообще-то. И да, он вас ценил, я не могу сказать, что нет. Это не было такого, что он обесценил вас. Нет, безусловно. Он вас где-то уважает. Это тоже есть. Не буду отрицать. Но сказать вот про чувства, то нет. Но и есть такая задняя мысль, как мне хорошо в этом союзе. Вот он теперь поэтому по каким-то своим ощущениям, воспоминаниям, они ему будоражат голову, и, может быть, воспоминания и по вашей любви, и они ему покоя это точно не дают. Я остался ни с чем. У меня было солнце, у меня была сила, и где оно теперь? Его чувство. Вот правда, человек, ну, посмотрите, удивительно, да, вот сколько раскладов делаю, а ведь нет, удивительно, что нет ни одной кубковой карты. Но сейчас посмотрим, что дальше. Он какое-то решение принял, это точно, но это не касается чувств. Но что же за решение? Создать с вами семью, возобновить отношения. Что-то прочное ему, в принципе, хочется создать, как теплый уютный дом, какая-то степень комфорта, где ему будет хорошо. Ну, хотя тут взаимодействие. И по десятке пентаклей я могу сказать, что он видит даже и детей, и внуков, то есть какое-то продолжение. Но сказать, что человек, вот именно чувства какие-то к вам, такие глубокие, мои девочки, нет, не могу. А что еще? И снова деньги. И то, что вы умеете зарабатывать. Вы знаете, вы очень надежный человек. По жизни вы просто как Геракл. Правда, девчонки? Ну, когда и нет никаких преград для вас практически, даже из самой патовой, какой-то сумасшедшей, тяжелой ситуации, где, наверное, может быть, и мужчина бы уже спасовал и сказал, да ну его, извините, нафиг. Не могу, не выдерживаю. А вы будете какую-то свою линию, потому что вариантов других нет. И иногда нам самим приходится словно у дела закусить и вперед, назад не получается. Нет вариантов назад. И вот ваша такая сила, она его просто обезоруживает. Хорошо, вот такие чувства, мои дорогие девочки. Давайте теперь спросим. Действия. Хорошо, сильный человек. Но человек надеется, что он от вас получит эмоции, но в каком-то варианте все равно он вам готовит радостную весть, это точно. То есть, может быть, уже прозвучало, поэтому вы смотрите видео. Он как бы пытается с вами или будет точно объявиться как-то, будет вам возобновлять с вами отношения, говорить о любви, о том, что он без вас скучает, что ему плохо, правда. Вот тут не врет.
Ему правда плохо. Ничего не могу сказать. А что еще? Ну, у него настолько плохо, что он даже не может представить мысли, что, знаете, вот вы не согласитесь. Вот эта мысль, может быть, он по ночам просыпается, буквально это карта ночного кошмара. Потому что допустить, что какой-то будет альтернативный вариант, и вы можете сказать, нет, ты знаешь, у меня уже другие планы, это полный будет стопор, это для него будет полный крах. А что еще? Ну, желают построить какой-то союз, надеяться где-то, что эмоции какие-то, они возобновятся, будет искренность. По искренности, правда, переживает и думает, что уверен уже, что я ни с кем не найду такого взаимопонимания. Видимо, человек еще мужчина сложный, мои дорогие девочки, когда ему, может быть, знаете, у него неуживчивый характер. Он мало с кем способен идти на компромисс. А вы с ним, скорее всего, и даже не спорили. Где-то делали по-своему. Потом вы натура очень увлеченная, у вас много интересов, поэтому вам даже времени на какие-то споры с ним неинтересно тратить. И вы как будто вообще в стороне, вы в другой плоскости. Вы для него как муза какая-то, вы для него как своего рода ангел. И вот он теперь может как раз думать о том, что я разрушил, по сути дела, какие-то кармические отношения. Кстати, здесь у нас кадуцей, знак небесного благословления. Что еще? И полный стопор. Вот видите, как или будет у нас эта любовь, либо она меня простит, либо я, ну, буквально погружаюсь в какой-то мрак. Либо мы возобновим наши отношения и наш союз, он возобновится, либо я вообще, я просто вот так вот, да, полное бездействие, когда я складываю оружие и, ну, хоть прямо вот ложись и помирай, правда? Полный стопор тогда. У меня жизнь как будто, знаете, перестанет иметь не просто краски жизни, а вообще какую-то динамику, интерес, развитие, продолжение. То есть, ну, полный стопор. Как, знаете, якорь, но не тот якорь, который спасает в шторм, а тот якорь, который какая-то безысходность. Так что еще? Ему очень хочется закрыть дверь в прошлое. Посмотрите, насколько наглядно нам показывают карты. Ему прямо вот мечтается только об одном, чтобы вы, может быть, сделали вид, как будто ничего не было, или сумели переступить вот как через какую-то ситуацию, которая была вот деструктивна. Может быть, знаете, как не ему где-то не вспоминали, он боится, что вы ему какой-то, может быть, разговор сможете, по крайней мере, попытаться возобновить, чтобы прояснить до конца, а ему сказать-то будет нечего, и его это просто обессиливает, но еще больше его обессиливает и словно, знаете, вот так припечатывает буквально к земле сама по себе мысль, что вы ему скажете «нет». Давайте еще раз спросим. Дальше. Что ты намерен делать в ближайшее время? Твои действия. Правда, вот смотрите, два туза все-таки нам выпадает, да. То, что я сказала, и признание в любви объявится тут разными способами. У кого-то это может быть и письмом, и может быть и звонок. Все-таки у нас средств связи, коммуникации достаточно. И тут, может быть, вы уже даже получили, потому что, ну, тут уже на пороге практически. И с чем нам это известие? И известие с тем, что, ну, как-то нужно выходить из этого тупика. Или, ну, пытается каким-то образом, даже если он не скажет буквально, что я был неправ,
Он этого не скажет, скорее всего. Но, знаете, словно он себе может сказать, пойду по ситуации, как она в зависимости от того прореагирует, тогда уже и я буду видеть, как это дело развивать дальше. То есть он ждет вашей реакции, а потом уже как бы его дальнейшее, что ты, как далеко ты готов пройти. Но человек все равно где-то на своей волне, но, знаете, он пытается себя оправдывать. Поэтому он боится, нам уже сказали, что вы буквально приперем его к стене и спросим, ну почему ж ты так поступил? Вот скажи мне так. А он знает, что вы можете не то, что это через скандал какой-то, а просто так с улыбкой спросить у него, и что тебя подвигло на такие подвиги? Просто мне объясни, чтобы я хорошо понимала. И этот вопрос его поставит в полный стопор, и все. И на этом диалог может закончиться. Он этого боится. Да, он будет искать какие-то слова, но он понимает, что эти слова ничего для вас не значат. Вы его словно видите, рентгеном просвечиваете. Он это, видимо, есть такое у него впечатление, мои дорогие девочки. Может быть, кто-то из вас, кстати, картами Таро занимается. Или вот какие-то практики. Потому что вас мужчина именно оценивает, знаете, как вот аркан Верховная Жрица, та женщина, которая мать вот с большой буквы, которая все знает. Ей не надо врать. Она тебя видит насквозь. Вот и вы как будто так же видите его насквозь. Хорошо, так на какие ты действия еще способен? Королева кубков, ну почти, кстати сказать, это у нас Верховная Жрица, да, холодная тоже карта. И здесь умеет собой владеть королева кубков. На какие действия вообще эта карта двора выпадает, придворная, она означает именно супружеские отношения. Поэтому где-то она может означать, что он готов говорить о продолжении ваших отношений, или если у вас до сих пор отношения не оформлены, то как мы будем вместе, как мы будем парой, что у нас получится какой-то там наш проект, да, осуществить, может быть, да, съехаться, жить вместе, продолжение, вот именно семейной какой-то жизни, вот он готов с вами обсуждать, по крайней мере, он так себе планирует. А что еще действия? Ну и в общем все. У него тоже вот те самые планы, наверное, которые вы строили вдвоем, но сам по себе человек даже мечтать не может. Вы для него женщина-мечта. Он без вас полностью обесточен. Он не видит не то что будущего, он даже настоящего не видит. А то прошлое, которое у него есть, да не надо, не дай бог, никому такого прошлого. Там тоже как будто ничего такого вдохновляющего-то нет. Ну хорошо, давайте мы с вами спросим. Можете ли вы ему доверять? Вот конкретно. Могу ли я ему доверять? Вот его предложение, допустим, да? Да не сказала бы я по восьмерке мечей, что можно ему доверять, поскольку он сегодня думает так, и завтра нет гарантии, что он не думает что-то другое. Так, могу ли я ему доверять? Может быть, это и ваши где-то мысли, когда вы думаете о том, действительно, есть ли смысл вообще это продолжать. Для кого-то из вас это может быть как конкретно какой-то переезд, который вы уже планировали, какие-то были построены планы, что-то было уже просчитано, вы уже тоже где-то скорректировали какую-то, ну, свою стратегию жизни, и вы от этого отказаться не можете, правда, как бы, потому что выпадает нам как дорога, и для кого-то из вас дорога, она как будто не будет отменяться, она должна быть осуществлена, или какой-то проект тоже должен быть осуществлен, или для кого-то из вас необходимая встреча, может быть, по какой-то другой причине. То есть вы должны как будто встретиться все равно, мои дорогие. И карты-то, кстати, говорят, что отправляйся в дорогу. Ты вот, если вы сейчас не вместе, мои дорогие девочки, сколько тут не думай, не гадай, правда,
узнать вы это сможете, когда вы посмотрите ему в глаза, посмотрите на его отношения, насколько он далек, готов продвинуться в ваших отношениях, и что будет вообще по факту. Можете ли вы ему доверять? Ну, я бы сказала, тут, знаете, вам придется словно учиться новой реальности и надеяться на свои умения. Хорошо, будет... Что с его стороны, можете ли вы ему доверять? Знаете, как-то так распорядится судьба, что вы, скорее всего, примете какое-то важное решение или найдете выход для себя из какой-то проблемы. И я не могу сказать, что это будет касаться его именно доверия ему. Он будет что-то вам может предлагать из той какой-то серии, которая вам уже может быть неинтересна. Или вы точно знаете, что возобновления чувств как будто не будет. Вот, ну, нет связи, правда, мои дорогие девчули, нету связи по картам, чтобы вас что-то вместе объединило. Вас может соединить, я вам точно скажу, если вы имеете вот какой-то свой план, проект, назовите это как угодно, вам неизбежно, допустим, нужно куда-то поехать, или вас соединяют какие-то общие вопросы, у кого-то ведь тут и мужья проходят, и вы расстались по какой-то причине. Вопросы детей, мы их тоже не исключим, то есть нам все равно придется контактировать. Вы с ним готовы контактировать ровно в каком-то узком фарватере, когда есть ваш интерес. И если ваш интерес закончится, вы человеку уже поверить заново не сможете, правда? Как себя не уговаривай, вы себя даже и уговаривать не будете. Тут есть конкретно, может быть, материальный интерес, может быть, есть какой-то имущественный момент, безусловно, или есть интерес сам по себе, потому что какие-то ваши планы должны быть осуществлены. Но я могу, по крайней мере, для части из вас сказать, что вы куда-то съездите, а потом вам как будто может быть, придется либо вернуться, либо вы в том месте не останетесь надолго, а можете как будто отправляться в эту дорогу, думая, что ну я как-то решу эти проблемы. Так вы их не просто решите, а вы увидите какую-то реальность, которая ну где-то вас, может быть, и не обрадует. Правда, я не буду обманывать. Есть такое по картам. Давайте мы спросим теперь конкретное, каково же продолжение. Ну, хорошо, чувств нету, но бывает и без чувств у нас, правда, пары, которые живут в дружбе. И кто знает, может быть, как раз дружба, когда, ну, нет каких-то там сумасшедших чувств, страсти, где-то в прошлом люди оставляют, но остаются добрыми друзьями и хорошей поддержкой друг другу, как-то договариваться одним словом. Так вот, какое будет продолжение в этих отношениях? По карте Луна пока непонятно. Каких-то тысячи неопределенностей. Но тут, правда, в дорогу надо в любом случае как будто ехать. А тут, знаете как, может быть, карта Иерофант. Вы с этим человеком венчались или собирались венчаться. Когда выпадает Иерофант, это то, от чего мы не уйдем. Тут, знаете, ну действительно судьба, карма какая-то. Вот есть и все. Какой-то, знаете, свой кармический урок вы с этим человеком проходите. И пусть вас что-то не устраивает, но получается так, мы встретились, может быть, вот, кстати, девочки, вот ваша встреча, вспомните, как это произошло. И я так могу предположить, как-то случайно вы могли познакомиться, как будто свела судьба. И вот как вас судьба свела, и если есть финал какой-то в этих отношениях, он будет ровно в тот момент, когда судьба сочтет нужным. Вселенная. Вот именно какой-то этап вы проходите. Вы для него словно проводник, а он где-то может быть и для вас, кстати, тоже. Поэтому нас где-то к дружбе, может быть, и сводят, да, каким-то взаимным интересом. Хотя, в принципе-то человек мечтает, он ведь ничего на данный момент плохого не мечтает. Он не умеет, может быть, как-то по-другому, да, ну, так уже его и не исправишь, это то, что есть. Но где-то без вас он своей жизни не представляет, так вот это-то точно. Давайте, а что еще нам скажут, какое продолжение?
по умеренности. Как-то, вот знаете, медленно-медленно, но отношения нам видятся, по крайней мере, гармоничными. Нет, тут про страсть, но у вас два старших, три, точнее, старших аркана. И, кстати, карта Луна, с одной стороны, это будет говорить о каких-то все-таки тысячу неопределенностей. Вам еще это предстоит, может быть, как и обсудить и для себя, по крайней мере, определить. С другой стороны, карта Луна – это тепло домашнего очага. Дом с ним, уютный свой, вы создать сможете. И семью возобновить сможете. У кого не было венчания, и венчание еще будет. А по умеренности и гармонию какую-то выстроите. Да, повторюсь, не про страсть, не про какой-то полет эмоций сумасшедший. Но Иерофант – это карта надежности и стабильности. Итак, каково же продолжение? Вы знаете, у кого-то может быть человек, который достаточно сам по себе, ну, не способен на эмоции, правда? У кого-то это проиграется человек, который занимает еще, как ни странно, какой-то статусный пост, который может быть в своей местности даже популярный, который обладает ресурсными или, ну, есть какие-то у него особенные возможности. Вообще человек достаточно сам по себе уверенный, ему чего не хватает? Ему не хватает надежности, тепла в отношениях и вот такой вот какой-то статусной женщины. Правда? Так вот, хорошо. Давайте еще одну карту мы с вами достанем. Могу ли я доверять? Еще один старший аркан. Вот я как вижу, здесь, скорее всего, для вас проиграется, вы будете вместе. И не потому, что даже вот тут сколько не уходи, все равно потом сойдемся. Сколько не расходись, даже если у кого-то мог проиграться, буквально по справедливости, вы даже могли поставить штампы, да, как мы говорим, что мы разведены, а потом заново могла свести как будто судьба, вот именно вашу пару. Или у кого-то проигрывается так, что человек к вам на сегодняшний день, я правда, он ничего плохого он не утаивает за собой, не строит каких-то, ну, там вот, каких-то козней, или когда видит вот только себя, как-то что-то хочет выхитрить именно глобальное для себя или как-то вас обмануть. Нет, таких задач у него нет. С его стороны это честность с самим собой. Поэтому, по идее, продолжение как раз тут следует. Мне нечего даже добавить. Давайте я только спрошу, вот мне это очень интересно, как вы будете себя чувствовать, продолжая этот союз? Что это будет для вас? Как видят карты? Вы знаете, для вас все-таки будет это какая-то стабильность, уверенность. Вы перестанете нервничать. Где-то, тем не менее, финансов тоже. Ну, значит, каким-то образом, это ведь сама по себе также карта надежности. Она по энергетике вообще на Иерофанта похожа. Когда и дом такой уютный, надежный можно создать, когда и семью, это и традиции какие-то, это и связь между поколениями, и вообще это вы, когда не нервничаете, не переживаете, в принципе, вот надежность. Может быть, человек какой-то вот именно кармический такой урок проходит с вами. Что вы будете еще чувствовать, что вы от этих отношений получите. Но какую-то историю вы, безусловно, не забудете. Чем-то вас она уже, ну, так научила на всю жизнь, что называется. Вы не будете доверять на 100% никогда. Это факт. Вы будете, вот с этим придется жить. Вы будете постоянно где-то оборачиваться к воспоминаниям и думать, а не будет ли возобновление какой-то ситуации со знаком минус, когда человек может повернуться и уйти или оставить меня в самый трудный момент. Что вы будете еще чувствовать? Знаете, для кого-то из вас, у вас будет свое какое-то дело развиваться, либо впоследствии вы встретить можете совершенно другого случайно человека. И тогда, может быть, это как, знаете, начнется с дружбы, или вы уйдете с головой в свое какое-то творчество, в какой-то проект, либо это может карта говорить о том, что у каждого ведь своя какая-то ситуация.
э, человек вам отчасти может помочь чем-то, и у каждого по-своему, разрешить какой-то ваш вопрос, проблему, или, находясь вместе с ним, у вас какие-то будут новые возможности. И если вы, будем говорить, он в вас заинтересован, вот тут нам не про чувства, в очередной раз повторяюсь, и вы-то тоже можете быть в нем заинтересованы, если мы говорим про дружбу. Но если выпадает принц кубков, это у нас карта искренности в первую очередь. Значит, если это дружба, она может быть построена искренне. Или даже если есть ваш какой-то интерес, значит, скорее всего, вы его как будто выполните. Вот вы решите какой-то вопрос или задачу, и, по крайней мере, финансовую точно. Что я могу сказать? Что вы будете чувствовать? Финансовую стабильность от начала до конца. Вот это вам могут дать эти отношения. Но, мои дорогие девочки, нет здесь и не было ни одной практически карты, ну, которая говорила бы о том, что есть чувство. Да, человек будет говорить, мы смотрели вот в этой позиции, и про чувства, и про искренность, но это его как бы действия, это его разговоры. Доверять можно его какой-то надежности, потому что он проходит кармический урок, про то, что он сделал какой-то вывод, да, то есть не прошел какой-то эпизод вашей с ним жизни бесследно для него, и он теперь четко какие-то намерения для себя определил, он точно знает, что возвратиться вот в такие темные мечевые карты, да ни за что на свете. Для него это страшнее, ну, я не знаю, чего может быть. Он даже думать об этом не хочет, потому что ваши отношения – это что-то единственное, вот все карты показывают, светлое, что есть в его жизни. И даже при всем при том, что мы сказали, человек может занимать пост и быть достаточно таким властно сильным человеком, кстати. И попробуй еще с таким уживись. И он-то сам по себе может быть колючий в отношении вообще людей. Ему сложно коммуницировать. Такое тоже может проигрываться для кого-то. Но, видимо, вот так сложится для вас судьба, что какую-то стабильность вы, тем не менее, обретаете. Перекладывайте на себя. Буду очень благодарна, мои дорогие девочки, комментариям, насколько этот расклад резонирует с вашей реальностью. Будьте счастливы, мои дорогие, и любимы всегда.